Всем доброе утречко. Только посмотрите, какое у нас солнышко. И подружка снова пришла в гости. Сидишь? Караулишь меня? Я ее уже покормила. Вот, в общем, у нас светит яркое солнце, тепло. Сейчас я посмотрю, сколько градусов. 14 градусов. И это только утро. Будет еще теплее. В общем, похоже, зима закончилась. Я надеюсь. Все растет уже потихонечку у меня на террасе. Розочки. Какие листочки. Хризантема. Такой сегодня у нас солнечный денечек. Прям даже настроение улучшается, когда видишь солнце. Утром просыпаешься, и в окно светит яркое солнце. Прям здорово. В общем, мы едем опять в центр. Нам нужно в банк, в Альта-банк, чтобы забрать уже готовые карты. Нам прислали сообщение где-то неделю назад, что они были готовы. То есть их делали дней 10, наверное. Но прислали сообщение, что мы их должны получить в Белграде, так как мы изначально открывали карты свои в Белграде. Вот. И мы подошли дня 3, наверное, назад и сказали, что нам нужно не в Белграде, мы живем сейчас в Нише, и нам нужно карточки здесь получить. Вот. И все, сказали, что без проблем, просто нам переслали сюда карты, и мы идем их получать в Нише. И еще нам нужно там еще другие дела поделать. В общем, в процессе нашего дня сегодня расскажу. Очень мне нравятся вот эти два домика. Всегда, когда прохожу мимо, прям любуюсь ими. Мини-дворцы такие. Но со вкусом сделаны, мне нравятся. И территория, кстати, там тоже очень-очень красивая. Сейчас не знаю, видно будет или нет. Там выложен вот фонтанчик, очень так уютненько. Вообще все территории в пределах города у домов небольшие. Я уже про это рассказывала. Вот, в общем, в самом городе никто ничего не выращивает у себя на участках. Ну, минимально, то есть фруктовые деревья какие-то. И на том все. Все выращивают за городом. В деревнях, в поселках, на селях. В общем, на всех деревьях уже почки. Скоро все начнет зацветать. Распускаться, листочки зеленые. Скоро начнется красота. Мы решили пройти пешочком пару остановок, потому что погода шикарная. Пойдем прогуляемся, дойдем до церкви Святого Пантелеймона. Я там хочу сделать несколько снимков. Сегодня очень ясная погода, и меня как раз ждала именно такую погоду. Вот. В общем, сделаю несколько снимков, чтобы потом ее рисовать. А дальше поедем уже по делам. Мы дошли до церкви. Вот она. Вот снова красивые горы видны вдалеке. Вот. У меня задача сфотографировать церковь в более выгодном окружении. То есть, чтобы были видны горы. Ну, облака сегодня не такие, как я хотела нарисовать. Но я попробую их нарисовать так, как мне хочется. Не такие, какие они сегодня. Потому что они бывают очень красивые.
В общем, бывают на голубом небе такие рыхлые, белые, красивые облака. Сегодня они не такие, но неважно. На то я художник, чтобы нарисовать то, что мне хочется, а не то, что я вижу. Попробуем найти получше место. Вот здесь немножко на возвышенность идет. И вполне возможно, что будет какая-то точка интересная. Да, вот отсюда неплохо. Сейчас попробуем еще. Я просто, когда проезжаю на автобусе, я вижу, что здесь очень вид меняется в зависимости от точки, где ты находишься. Ну вот, прекрасно. Вот отсюда самое лучшее будет. Супер. Вот у нас и церковь видна, и горы за ней прекрасно видны. Но облака сделаем такие, как нам хочется. Отлично. Все, снимочки подходящие я сделала. Идем дальше, в центр, за карточками. Вообще территория здесь мне нравится очень. Очень много мест, где посидеть можно. И детские, вон даже какие-то развлечения. Ох, отсюда хорошо. Облака, ой, не облака эти. Отсюда хорошо горы видны. Ты здесь живешь, котейка? На витрине. Наверное, там кто-то есть все-таки. Правда, не видно отсюда. И вообще, это какой-то магазинчик. Картины продают. Интересно. По-моему, он закрыт все-таки. Как же там кот оказался? Эй! Такая моська. Хорошенький. Сейчас мы по этой улочке выйдем к набережной. И там опять пешочком одну остановку. Решили раньше выйти из автобуса, чтобы пройти одну остановку пешком до банка. Вообще вот эта улица мне напоминает опять же Крымскую улицу в городе Керчи. Их там много похожих. Ну, например, Самойленко. Керчь, привет. А вот и береза.
Ниш пока еще есть такой серенький. Зелени мало, только хвойники зеленый цвет дают, зелень. Но скоро все изменится. Прям скоро, потому что видно, что уже почки прям уже такой почти распускаются. Скоро будут листья. А у нас конец февраля. Вот. Мой день рождения скоро. У меня день рождения в последний день зимы. Вот, так что скоро у нас будет красота, зелень и тепло. Хотя уже тепло. Мне нравится, что сербы умеют ценить то, что имеют. Вот они живут здесь, и они это ценят и понимают, что красиво, что есть солнце, что есть зелень. Они прям наслаждаются. Они очень часто гуляют, бегают на велосипедах, сидят просто на улице. То есть они ценят это и впитывают в себя вот эту всю красоту. Это очень хорошо, потому что иногда люди живут в красивых местах и недооценивают то, что они действительно в хороших местах живут. И как бы привыкают, что ли, к этому, не знаю. И просто недооценивают. Но в Сербии мне показалось совсем наоборот. То есть люди умеют это ценить. Ну, за исключением, да, не буду я сейчас преувеличивать, за исключением некоторых моментов, что иногда встречаются такие места, где много мусора. Это жаль наблюдать, конечно, я всегда от этого расстраиваюсь. Вот, есть, ну, просто можно же не выбрасывать. Даже не надо убирать, а просто не мусорить там. И все. То есть таких мест, к сожалению, много. Это неприятно. Почему так происходит, не знаю. Ладно, все, мы пошли дальше в Альта-банк. Очень приятная аллея здесь вдоль набережной. Кустики подстриженные. Хвойники такие большие. И стуя ограда такая тоже подстриженная. Здорово. А здесь проходят соревнования на байдарках иногда. А это, к сожалению, своему стыду не знаю, что это такое, что за здание. Нужно будет узнать, прочитать. Здесь теплое время, проходят концерты очень часто. Мы встречали, здесь ставят сцену, колонки и выступают музыканты, вживую поют. Не то чтобы там под фанеру, прям вживую. Мы на таких концертах присутствовали несколько раз. Концерты бесплатные.
все такие городские развлечения в теплое время, все они бесплатные. И это здорово. Цвет интересный очень реки сегодня. Цвет воды зависит от дна и от неба. Это я вам как художник говорю. Чем более ясное небо голубое, тем будет более голубая вода. Вот. Ну, естественно, от дна тоже. От глубины, конечно же, воды и от дна, что находится на дне. Либо это песок, либо это темная, не знаю, там тина какая-то. Вот, наверное, не зря здесь концерты проводят, потому что я смотрю, что вот памятник стоит. Какой-то человек с микрофоном. Я не знаю, к сожалению, кто это. В общем, живя в Сербии, мне предстоит много чего узнать. Потому что пока я еще почти ничего не знаю про историю Сербии, Ниша. Но погода сегодня прекрасная. В парке множество мест, где можно посидеть. И вот такие, и очень много лавочек стоит. Но когда здесь много людей, а это в теплое время бывает, летом, по весне, иногда еще нужно походить, поискать лавочку свободную, потому что людей очень много. Поэтому всегда все такие места, они заняты. Но, конечно, ненадолго, не то чтобы прям совсем. Можно немножко постоять в сторонке, а потом освобождается место и можешь присесть. Тоже цветочки посадили какие-то первые. Смотрю, там и тюльпанчики пробиваются. А это, наверное, маргаритки. Я точно не уверена, наверное, маргаритки. Слушайте, ну, февраль, конец февраля. Трава зеленая, цветочки. Ну, это супер. Очень я это люблю. Это дерево шелковица. А вот некоторая молодежь в феврале, в конце февраля, вот так вот стоит в футболочках. Ну, не все, конечно, не все. В центре города всегда, конечно, чисто. Просто потому что убирают. Вот сейчас тоже видно много людей в оранжевых
спецовках. Убирают. Поэтому, конечно, здесь идеально чисто. Но, к сожалению, есть места в нише, где много мусора. Я уже сказала про это, что это обидненько. А это дом градоначальника города Ниш. Я уже его как-то показывала, этот дом. Ну, для тех, кто не видел. Очень красивый платан дерева. Белый, просто белый. Сейчас еще на него солнышко светит. Он просто реально белый стоит. Очень красиво выглядит. Ну, вот такие уже красивые клумбы. Тюльпаны там уже прям колосятся уже тюльпанчики. Вот какая у нас уже красота начинается. Февраль месяц. Здорово. Какая красотища. А мы наконец-то купили мне велосипед. И сыну пока еще до сих пор подбираем. Мы его вчера купили в магазине специализированном, который продает велосипеды. Вот, наконец-то, мой велосипед теперь. Вот, у меня теперь есть велосипед. Почему я такая была раньше зла? Потому что у меня велосипеда не было. Теперь я сразу добреть начну. Вот, но на самом деле я никогда не была злая. Я очень добрый человек. И даже когда мне пишут негативные отзывы, я стараюсь очень-очень интеллигентно на них отвечать, скажем так. Или не отвечаю вообще, когда эти отзывы, скажем так, когда люди пишут свое мнение какое-то, я не считаю это негативными отзывами. Я с удовольствием отвечаю на них, даже если это мнение не совпадает с моим. Но когда ко мне на канал заходят, чтобы, как я это называю, извиняюсь за выражение, пукнуть, то есть просто зайти и пару бросить слов каких-нибудь неприятных, особо даже грубо какого-то выражения, то я таким людям стараюсь не отвечать. Вот. А вообще у меня подписчики все остальные очень-очень хорошие. То есть те, кто пишет вот такие вещи, это обычно не подписчики. Поэтому я сейчас всегда пользуюсь кнопочкой, которая дает право писать только комментарии людям, которые на меня подписаны. И сразу исчезают плохие комментарии. Вот. В общем, это о плохом, теперь о хорошем. Вот такой вот велосипед я себе приобрела. Это местная фирма Каприола называется.
как видно, женский велосипед. В общем, стоил он 23 тысячи динар. Вот, но в нем не было чего? В нем не было корзинки, в нем не было вот этой, как она, ножица. Все, я вспомнила. Ножицы не было, которая держит велосипед. Вот. И не было вот этих вот фар, фонариков. И звонка не было. В общем, со всеми этими пирогами вместе с корзинкой он обошелся 28 тысяч динар. Вот купили, как я его сказала, в компании, которая вот конкретно вот эта Каприола, она в центре города Ниш находится. Потом мы его вчера отвезли, которая недалеко от нас здесь компания, а они просто оставили себе, приделали сюда корзиночку, все дела вот эти, о которых я сказала, ножицу. Вот. И утром мы сегодня пришли, оплатили и забрали его уже в готовом виде. Думали у них там подобрать сыну велосипед, но не нашлось именно то по его параметрам, которые он хочет. Велосипедов много вообще, море как бы. Но именно те параметры, которые сын хочет, пока не можем найти, чтобы все совпало. И размеры, и качество, и металл он хочет определенный, не стальной. Вот поэтому пока ему не купили, а мне купили. В общем, я с обновкой. Вот. Сегодня я хочу ответить на один вопрос, который касается ВНЖ. Мне задала такой вопрос моя подписчица, и я сегодня на него отвечу. ВНЖ мы сделали с сыном не тогда, когда приобрели квартиру и уехали в Россию, вернулись, а уже после того, как приобрели квартиру, уехали в Россию, потом вернулись из России уже в Сербию жить на постоянное место жительства. Вот тогда мы сделали уже ВНЖ. Приобрести здесь квартиру, вот как купили мы сначала, уехать уже за сделанным ВНЖ не получится, к сожалению, потому что для того, чтобы у вас было ВНЖ, по основанию покупки квартиры вы должны на этом месте проживать. Поэтому вы можете приехать, приобрести жилье здесь. Если есть такая необходимость еще вернуться в Россию, как у нас была необходимость, то есть мы ее купили, по сути, 2,5 года назад, эту квартиру, а переехали сюда жить полгода назад. Вот. Но ВНЖ мы не делали заранее, потому что у вас его просто заберут, аннулируют, и в следующий раз, когда вы захотите еще раз подать на ВНЖ, могут возникнуть проблемы, и вполне возможно, что его могут вообще больше не дать. Поэтому зачем такие трудности испытывать? В общем, делайте ВНЖ, подавайте на ВНЖ тогда, когда вы уже приехали сюда жить. Поэтому... Ну, что я могу посоветовать вот подписчице, которая написала, что ей нужно, чтобы сыну сделать ВНЖ, и потом они всей семьей хотят еще вернуться обратно. К сожалению, так не получится в Сербии. Если вы сыну сделаете ВНЖ, тогда оставляйте его здесь жить, а сами возвращайтесь в Россию. По-другому никак. Иначе вот могут в следующий раз у вас возникнуть проблемы. Вот. Так что немножечко вы меня недопоняли. Мы с сыном не делали так, как вы сказали, а мы сделали все по-правильному. Сначала приобрели, уехали в Россию еще на 2 года, доделали там свои дела, а потом уже вернулись в нашу квартиру, стали здесь жить постоянно, и вот тогда мы получили ВНЖ. Вот. Так что удачи всем тем, кто планирует связать свою дальнейшую жизнь с Сербией.